Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих». И сегодня совет Таро Мука на вторник. Что же посоветует нам Таро Мука делать во вторник, что не делать и как себя вести? Вторник нельзя сказать, что будет очень спокойным. Опять же, неспокоен он хотя бы потому, что для большинства это рабочий день, и надо предпринимать определенные усилия, надо вставать на работу, надо ехать на работу, и все это рутина. Также во вторник могут поступить какие-то предложения или какие-то заявления, вот лично вам, в которых вам придется отстаивать свои границы. Имеется в виду, что на некоторые предложения вам придется отвечать отказом. А какие это будут предложения? У каждого из вас что-то свое. Тут, как всегда, я говорю, что именно ваше ощущение, именно ваше чувство, именно ваша интуиция, называйте это как вам удобнее, покажут вам, какие предложения не для вас. А вижу, что да, будут пытаться люди навязать вам что-то, что вам не совсем надо. И это не значит, что человек, который будет это вам пытаться продвинуть, навязать, это слишком громко сказано. Человек, который будет пытаться вас склонить к чему-то, это нельзя сказать, что человек плохой, у него такое мнение. Человек понимает это так. Но соглашаться на предложение человека нужно только в том случае, если у вас нет никаких внутренних колебаний. Только без внутренних колебаний можно соглашаться на определенные предложения, на определенные призывы. Также могу сказать, что для тех, у кого во вторник идет какие-то консультации, какие-то интервью, какие-то встречи, связанные с бизнесом, тоже смотрите на ваше внутреннее состояние, когда вы будете общаться с визави, с человеком. По той простой причине, что может быть и какое-то давление на вас, кто-то пытаться оказать. А давление своего рода, что человек не предложение будет вносить, а будет выражать эти предложения таким образом, что вот то, что человек говорит, это единственное правильное. Для некоторых из вас, может быть, это так и будет, и вы тогда уже примете для себя решение согласиться. Но я чувствую и другую сторону, что будут из вас те, для кого вот эти предложения будут, давайте так, по меньшей мере не для вас, а по большей мере противоречить тому, чего вы хотите. И, соответственно, хочу только посоветовать, что не вступайте в споры. Спорить ни к чему не приведет здесь. Здесь надо спокойно отклонить, улыбнуться и поблагодарить человека. И все. Тем самым вы обезоружите его или ее. Ведь улыбнувшись и поблагодарив, вы обезоруживаете человека, который пытается вам что-то навязать. И, конечно, когда будете что-то во вторник делать, не забывайте расставлять свои границы и приоритеты. Для того, чтобы день прошел продуктивно, но чтобы к концу дня вы не были очень уставшими. И я не говорю о физической усталости, я говорю о моральной.